Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаем искать клад на помойках Америки. Нахожу интересные пакеты. Интересные вещи в этих пакетах встречаются. Иногда встречаются. Надеюсь, что сегодня что-то интересное тоже попадется. Не знаю, что в этом пакете. Купила за $10. В общем-то, небольшие деньги. Но для тех, кто не знает, есть здесь свалки, где люди, вернее, куда люди привозят ненужные вещи. Я тоже много вещей привожу и на благотворительность, и просто оставляю, и все люди оставляют их бесплатно, затем их как-то сортируют, я не знаю по какому принципу, и в итоге распродают практически за копейки, но, в общем-то, интересные вещи иногда тут встречаются. Сам процесс поиска не могу снимать, мои дорогие, потому что запрещены там съемки. Если кто-то из блогеров снимает именно вот процесс поиска, я этой уникальной возможности лишена. Но, конечно, показываю вот тот результат. И кота в мешке, который каждую распаковку присутствует. Я думаю, что это интересно, мне самой интересно, я сама люблю искать клад, я люблю находить что-то полезное и нужное. И, конечно же, вам этот процесс весь и показываю. Не знаю, что в этом пакете, как я уже сказала, $10 он мне обошелся, так что небольшие деньги. Да, перед тем, как высыпать пакетик, покажу вот этот браслет. Купила я его отдельно. Кто-то из зрительниц мне написал, что лучше показывать на темном фоне бижутерию. Не совсем, вернее, не всегда это выигрышно, не всегда это удачно, но вот этот браслет на черном фоне выглядит просто здорово. 3 оттенка металла. Здесь есть и желтое, и розовое, и белое. Золото, предположительно. Ну, сразу в магазине я просмотрела, конечно, я не нашла маркировки, но вот эта вот техника мне напомнила именно что-то из 80-х. У меня был такой браслет, и цепочка такая была, и вот это то, что дорого-богато всегда ценилось в те времена, именно в постсоветском пространстве. В общем, когда я это увидела, решила, что надо брать как память, как напоминание о тех временах. В общем, не буду на этом дольше нужного оставаться. Давайте разберем вот этот вот пакет. Не знаю, что увидела интересные вещицы. Ну, как надежды могут оправдаться, могут совсем не оправдаться. В общем, как-то так. Давайте будем разбирать пакетики. Что касается пакетов, как правило, в пакетах что-то более ценное. Без пакетов совсем, как говорится, не ценное. Ну, давайте с этого и начну свой разбор. И первое – это цепочка. По первым ощущениям, мои дорогие, это что-то очень интересное и очень качественное и винтажное. Да, здесь есть маркировка. Где моя знаменитая лупа? Так, и это, мои дорогие, это Monet. Сейчас покажу поближе. Моя любимая маркировочка, моя любимая компания Monet. Цепочка, цепи всегда нужны, есть много кулонов бесхозных, да, которые, вот тут что-то прилипло от мешочка, да, которые требуют именно вот что-то такого ценного, качественного. Вот эта цепочка просто отличная. Я думаю, что свой кулон достойный она найдет. Интересное крепление. Так вот выглядит эта цепь. Эти вроде как бантик такой. В общем, бантики между собой скреплены. Вот эти вот бусины подвижные. Так интересно. Первый раз такая цепь встречается. Сложная, скажем, точно. Вот эти бусины, они подвижные, как вот по кругу и вот так вот. В общем, интересная цепочка. Очень довольна. Цепь не длинная, видите. Ну, как бы не прям под горлышко, не чокер, но какой-то кулон сюда возможно будет подвесить. Классная цепь. Уже довольна, честно говоря, за $10 Monet получить. Это просто нечто.
Так, следующий пакетик мелкий. Здесь вот такая подвеска. Так, минуточку. Хочется понять, что с этим такое. Что я по этому поводу думаю? Думаю, что это современное украшение. Думаю, таких и подобных украшений на Алиэкспресс можно встретить в большом количестве. Мне, кстати, вот кто давно на моем канале, и я на своем основном канале, где 1 миллион и более, там почти 1,5 миллиона подписчиков канала о красоте, я как-то на одном канале пыталась совмещать темы украшений, покупок одежды и ухода за собой. В общем, в итоге я разделила канал, и сейчас вы находитесь на моем канале про винтажную антикварную бижутерию. Я показывала покупки с индийской выставки. И вот это украшение очень напоминает мне то украшение, которое я купила, ну сколько, может, 11 лет назад. Я вам 10 лет назад его показывала, возможно. И представлялось оно мне как натуральный камень. Сейчас мое впечатление такое, что это что-то с Алиэкспресс, недорогое. Могу ошибаться, мои дорогие. Если вы имеете информацию, поделитесь. Хотя, вот знаете, вот эта часть, она филигрань, штампованная, но, тем не менее, все равно филигрань. Не сплошной вот такой вот. Хотя, видите, филигрань фейковая. Тоже есть вот покраснение есть. В общем, я думаю, что ценности не представляет это украшение. Тут типа марказиты. Могу ошибаться. Кто-то, возможно, больше информацию имеет. К тому же, я думаю, что цепочка это не родная. Согласитесь вы со мной или нет, я не знаю. Напишите, пожалуйста. Но я думаю, что это что-то дешевое, в стилистике имитации индийских украшений, цепочка не родная, и никакое это не серебро, видите, вот тут покраснение, в общем, дешевый какой-то металл покрыт вот этим всем, ну, в общем, раскритиковала украшение, хотя кулон очень красивый на самом деле, вот если не вдаваться, так сказать, в эти подробности, то кулон красивый, не мелкий, крупненький, и цепочка вполне себе так будет вместе смотреться здорово, ну, в общем, раскритиковала, возможно, совсем не справедливо. Так, следующие украшения стоили $1.88. $2 вот этот пакетик стоил. Не знаю, что тут. Вот так. Возможно, одно украшение на шнурке. А здесь 2 украшения. Давайте сначала вот это рассмотрим. Ну, кстати, интересная вот эта тема боха, и думаю, что это не совсем современная, думаю, что это, возможно, 2000-е, 90-е, если согласны со мной, напишите. Натуральный шнурок, причем двухрядный такой шнурочек, и окольцовка такая тоже интересная. В общем, все не так просто, как с первого взгляда мне это украшение показалось. Посмотрите, здесь сочетание кристаллов, причем кристаллики все на месте, чеканка и такой этнический рисунок, что-то, да, и вот здесь тоже все такое. Думаю, это что-то такое интересное. Если маркировка вот так с обратной стороны это выглядит. Думаю, что украшение винтажное. И оно очень тяжелое. Вот прям тяжелое. Маркировки нет. Но украшение интересное. Мне это очень тема нравится. Смотрите, оно как отвисает. Ну прям тяжелое. На самом деле тяжелое. Маркировки не вижу. Если вы, мои дорогие, маркировку увидели, то напишите, пожалуйста. Но мне вот это нравится. В стиле боха. В технике ручной работы. Мне такие вещицы очень нравятся. Такое тяжелое. Прям тяжелое. Так, это, я думаю, что это тоже в этом же стиле. Вот такие подвесы. Тоже натуральный шнурочек, бархатный. Есть маркировка, вижу. Но я вижу, что это что-то боха, что-то ковбойское.
Так, давайте посмотрим маркировку. Что тут пишут? И пишут это, что винтаж, американский винтаж. Ну, думаю, что это стилистика под винтажное украшение. Я встречала эту маркировку, и это магазины с одеждой ковбойской, что-то в этой стилистике. И есть у них линейки украшений, винтажной бижутерии. И, ну, в смысле, стилистически они имитируют винтажные украшения. Здесь вот такая застежка. Видите, тоже под старинную. Работает, все работает, кстати. Нужно помыть. Так, видите, вот тут вот немножко, опа, заедает она. Ее просто помыть нужно. Со временем она, конечно, функцию свою рабочую утеряла. Так, вот так колечко вставляем. Вот так вот закрываем. В общем, нужно помыть, поухаживать за этим украшением. А украшение такое стильное. Кстати, похожи вот эти вот детали на серебряные. Очень не знаю точно, но почищу и проверю. Здесь вот на обратной стороне маркировки нет. Но тоже так стильно выглядит, вполне себе. Думаю, что в стиле бог украшение классно будет выглядеть. И я причем очень люблю перышки, перья. Это моя слабость. Напишите, если вам интересна тематика вот перья, перышки. У меня есть, кстати, коллекция перья, перышки, там какие-то знак ангелов, перья, всем известная, да, тема. Кому это интересно, покажу. Тоже у меня коллекция есть перьев. Ну, такое себе. Ну, то, что это натуральное и хорошего качества, почему нет? Так, следующее. А вот это вот, я думаю, что это вещь достойная. Если она в хорошем состоянии, без, скажем, повреждений, то это шедевр. Шедевр в середине видео. Но если думаю, что в середине видео подобные вещи встречаются, о, мои дорогие, это все собрано на цепочку, на цепочку вот такую мелкую. Имеется вот такая застежка. Ой, минуточку, да. И это все работает отлично. И это имеет еще и маркировку. Да, это Сара Кавентри. Маркировка Сара Кав. Прекрасные бусины, металлические, броширования просто великолепные. И вот эти вот даже мелкие бусины, они тоже брошированы. Само качество бусин просто изумительное. Великолепное качество, собрано на цепочку в отличнейшем состоянии. Такая вот застежка тоже в этой же технике. Что-то похожее у меня есть. Ну, конечно, Сара Кавентри это моя любовь. Люблю очень и надеюсь, что вы мою любовь тоже разделяете. Прекрасное украшение. Думаю, за $10 уже столько вещей классных попалось. В общем-то, все любопытственнее и любопытственнее. Ну, приятные. Тяжелые, приятные. В общем, классная вещь. Просто хочется просто любоваться и любоваться этими украшениями. Так, ну а мы идем дальше. Так, следующее, что тут за $1 98 центов стоил вот этот пакетик когда-то. То, что не продалось в секондах, винтажных, антикварных магазинах, все свозится в эту кучу и достается, как говорится, сливки, да, самые сливки достаются нам. Первое это кольцо, эмаль. Так, мне кажется, это Алиэкспресс. У меня что-то такое тоже есть. Что-то дешманское. Оно дешевое, как бы такое тяжелое, но я думаю, что это что-то дешевое. Просто эмаль, стразик потерянный, есть, по-моему, даже не один. Да, есть несколько потерянных стразов. В общем, восстанавливать не буду, но такое кольцо себе, как на лето. Мятный оттенок, сочетание с бежевым. Такое
Ну-ка, по размеру, что это? Ой, нет, я не влазю, если только на мизинец. Ну, такой маленький размер. Для меня это маловато. Так, следующее кольцо. Вот это, я думаю, более интересный экземпляр. Похож очень на натуральный камень, скажу честно. Фианит, прям фианитович. Как вы считаете, очень похож на фианит. Буду проверять. Ну, огранка, да, форма, оттенок и все, что вот, да. Я люблю фианиты, и у меня есть натуральные фианиты. Ну, это ювелирка. А вот это вот, не знаю, возможно, это бижутерия. Ну, судя вот по обратной стороне, посмотрите, да, очень-таки похоже на натуральный камушек. Ну, тут маркировки не вижу. Или если вы видите, пожалуйста, напишите. Я, конечно же, могу ошибаться. Ну да, если уж нет маркировки, то, как говорится, то, что не с позолотой, не с золотое украшение, какой-то натуральный камень вставлять не будут. Возможно, это просто стекляшка, но она очень красивая. Посмотрите. Что вы по этому поводу думаете? Пытаюсь найти маркировку, мои дорогие. Если маркировку вы видите, пожалуйста, мне напишите. Потому что когда в момент съемки, вот это вот эффект там неожиданности, я разбираю пакеты, просто открываешь пакет и сложно что-то, да, обнаружить. Если вы видите маркировочку, мне, пожалуйста, дайте знак, напишите в комментах. Возможно, я что-то и пропустила. Но кольцо вполне себе тогда, мне кажется, да, даже вот так. Мой размер, прекрасный оттенок камня. Ну, в общем-то, по поводу маркировки терзают смутные сомнения, что это. Так, здесь у меня вот напоследок что-то еще пакетик остается. Так, здесь вижу клипсы. Аврора Бореалис. Такие клипсы часто встречаются. У меня их много на самом деле. Вот так обратная сторона выглядит. Я думаю, что это старенькие. Я думаю, что это 50-е годы. Посмотрите, тут и патины есть, и потертости есть. Явно эти серьги любили. И они собраны вот таким образом. То есть отдельно собрана вот эта бусинная часть. Да, сначала бусины собрали. Посмотрите, да. А потом вот это уже собранные бусины прикрепили к основной части. Но встречаются такие, скажем, броши и серьги, что каждая бусина прикреплена. Вот эта техника говорит о том, что это старые украшения, ну, 50-е, ну, 60-е Аврора Бореалис, это 55-й, ну, в общем, начиная с 55-го года можно точно уже судить, что это Аврора, вернее, что это вот украшение именно того возраста. Кстати, у меня сейчас вот идея возникла, у меня есть украшение с Аврора Бореалис, и я думаю, есть ли у меня броши, которые бы могли стать комплектом с этими серьгами. Минуточку терпения, сейчас попробую найти их. Да, мои дорогие, нашла я броши, думаю, которые достойно подойдут именно к этим серьгам. Вот такая брошь. Мне кажется, они прям вот по оттенку даже совпадают, потому что покрытие Авроры Бореалис тоже бывает разного и как бы зависит от основы, на которую наносится сам вот этот вот эффект. И плотность этого покрытия тоже влияет. Мне кажется, вот это идеально. Есть у меня еще вот такая брошечка, она более мелкая, но то же самое. Кажется, все-таки вот крупная брошь больше подходит по оттенку, ну и, скажем, по размеру самих бусин. Напишите, пожалуйста, вот это вот крупный вариант, а это вот мелкая брошь. Так вот. Как на ваш вкус, к какой броши больше подходят эти клипсы. Люблю Аврора Бореалис, всегда покупаю, когда попадаются они вот в таких пакетах. Это очень приятно, на самом деле. Здорово. Так, ну и все, что осталось на шедевр сегодняшний.
Что-то я не думаю, что это может быть прям шедевр-шедевр. Я вижу, что это какая-то брошечка. Кстати, вот эти вот броши ленты, там банты разные, там, как их, веночки встречаются часто. Эта брошь вот так закреплена. Так, минуточку, она работает. Она рабочая, толстая игла. Обратная сторона такая приятная, брошированная. Минуточку, такой барашек. И, честно говоря, мне обратная сторона нравится больше, чем лицевая. Так бывает. Посмотрите, если бы она была вот просто вот такая, да, было бы намного как бы стильнее, что ли. А здесь вот что-то вот, ну, могу ошибаться. Напишите, пожалуйста, мои дорогие. Ну, вот такой шедевр, на мой взгляд, не совсем, как говорится, шедевральный попался. Но, как говорится, уже за 10 долларов я считаю, что и так я достаточно недоплатила, как вы считаете. Жду ваших впечатлений, жду ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, свое впечатление, что вам понравилось больше из сегодняшнего пакета, что нашли ценного, что, возможно, не совсем ценное. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.